Привет, Эйяр-Эмуай. Лиссабон – город, который редко спит. Его улицы оживают еще долго после захода солнца, наполненные эхом шагов по старинным каменным дорожкам, тихим гулом разговоров, доносящихся из кафе, и далекими звуками музыки, доносящимися с Атлантического океана. И все же в тот день, когда 7 южнокорейских мужчин ступили на португальскую землю, город словно проснулся совершенно иначе. Утро пробудил незнакомый звон желтых трамваев, пересекающих Алфаму, и ненежный атлантический бриз, струящийся вдоль реки Тагус. Вместо этого, это был звук тысяч голосов, собравшихся вместе, объединенных предвкушением и любовью, зовущих одно имя с безошибочной теплотой – BTS. И среди этих 7 имен одна фигура вновь стала тихим центром притяжения для всего мира – Ким Тэ-хён. Приезд BTS в Португалию, а именно в Лиссабон, был гораздо больше, чем обычный визит международных артистов, встреченных преданными поклонниками. Это был культурный момент, показавший, как музыка, образы и эмоциональный резонанс могут преодолевать границы, которые язык, география и даже политика часто с трудом преодолевают. С самого раннего утра аэропорт Умберто Дельгадо начал заполняться людьми, прибывающими со всех уголков Португалии и из-за рубежа. Фанаты приезжали из Испании, Франции, Германии и других европейских стран, движимые общей надеждой стать свидетелями момента, который они запомнят на всю жизнь. Они терпеливо стояли, держа в руках светящиеся палочки Эйяр-Эмуай, мягко светящиеся в дневном свете, плакаты с надписями на корейском, португальском и английском языках и постеры, украшенные знакомой нежной улыбкой Тэ-хёна. Несмотря на огромное количество собравшихся людей, не было хаоса, не было беспорядка. Вместо этого ощущалось коллективное понимание, негласное соглашение, основанное на уважении. Это была не просто толпа, ожидающая знаменитостей, это было сообщество, связанное общими эмоциями. Когда Тэ-хён наконец появился, одетый в простое темное пальто, спокойным и невозмутимым выражением лица, атмосфера мгновенно изменилась. По воздуху прокатилась волна ликования, некоторые голосы разразились слезами, другие затихли. Для многих этот момент казался нереальным. Фигура, которую они видели на экранах, следили за ней в музыкальных клипах, интервью и выступлениях на разных континентах, теперь стояла всего в нескольких метрах от них. Тэ-хён не спешил. Он не прятался за торопливыми движениями или преувеличенными жестами. Вместо этого он шел медленно, размеренно, приветствуя окружающих легким поклоном головы. Это было тихое приветствие, но мощное в своей искренности. В тот момент миру напомнили, что влияние не всегда проявляется громко. Иногда оно приходит мягко, через спокойствие, постоянство и один единственный, непринужденный взгляд. Визит BTS в Португалию не был широко разрекламирован заранее. Не было никаких драматических пресс-релизов или сложных рекламных кампаний. Никакой торжественной пресс-конференции по случаю открытия. Никакой сверкающей красной дорожки, призванной привлечь внимание. И все же, возможно, именно из-за этой сдержанности их присутствие ощущалось еще более значительным. Весть быстро распространилась, ее подхватили социальные сети, шепот и коллективный восторг фанатов. В течение нескольких часов португальские и международные СМИ заполнили первые полосы своих газет фотографиями BTS в Лиссабоне. Заголовки были сосредоточены не на слухах или спорах, а на чем-то гораздо более долговечном, корейской культурной волне и феномене BTS как силы, объединяющей молодое поколение по всей Европе. Лиссабон, город с богатой историей, внезапно оказался вплетен в глобальный нарратив, сформированный музыкой и эмоциями. Многих наблюдателей удивил официальный прием, оказанный португальским правительством. Вскоре после прибытия BTS должны были присутствовать на почетной встрече с президентом Португалии и министром искусств и культуры. Место проведения было формальным по названию, но удивительно теплым по атмосфере. Исчезла жесткость, часто ассоциирующаяся с дипломатическим протоколом. На ее месте появились улыбки, искренний смех и непринужденные беседы. Встреча стала яркой иллюстрацией того, как музыка и культура обладают силой смягчать даже самые устоявшиеся государственные формальности. В своем выступлении президент Португалии открыто выразил свою признательность группе BTS. Он описал группу как символ нового глобального поколения,
который общается через сочувствие, а не через разделение, через творчество, а не через конфликт, и через общие человеческие ценности, а не через жесткие границы. Он уделил особое внимание Ким Тэ Хёну, подчеркнув его как фигуру с необычайной межкультурной привлекательностью. Не только как певец или исполнитель, но и как публичная фигура, чье спокойное присутствие, утонченное эстетическое чувство и эмоциональная глубина находят отклик далеко за пределами сцены. В этом контексте Тэ Хён был представлен не как кумир в традиционном смысле, а как мост, человек, чье влияние заключается в том, как он заставляет людей чувствовать, а не в том, насколько громко он. Он привлекает внимание. Министр искусств и культуры поддержал эти слова. Он подчеркнул, что присутствие BTS в Лиссабоне представляет собой нечто большее, чем просто развлечение. Это часть продолжающегося глобального культурного диалога. Искусство, отметил он, больше не распространяется в одном направлении. Влияние не движется исключительно с запада на восток или из традиционных центров власти вовне. В современном мире оно свободно течет, от Сеула до Лиссабона, от одной песни к миллионам сердец. И в центре этого потока стоит BTS, а Ким Тэ Хён – одной из самых узнаваемых и эмоционально значимых лиц группы. За пределами официальных встреч сам город отражал это настроение. По всему Лиссабону, от площади Коммерсио до Байру-Алту, фанаты собирались небольшими группами и большими толпами. Они вместе пели песни BTS, делились личными историями и открыто говорили о том, как музыка группы сопровождала их в моменты одиночества, неуверенности и роста. Многие описывали Тэ Хёна как человека, оказывающего успокаивающее воздействие. Того, чей голос, манера исполнения и артистизм заставляли их чувствовать себя замеченными и понятыми, несмотря на совершенно разные культурные корни. Такое влияние трудно поддается количественной оценке. Его нельзя в полной мере отразить в цифрах продаж, количестве прослушиваний или показателях социальных сетей. Однако на улицах Лиссабона оно было, несомненно, реальным. Корейские развлекательные СМИ быстро осознали значимость момента. Статья за статьей изображали Лиссабон, превратившийся в море фиолетового, европейский город, принимающий к поп-артистов не как далеких иностранных гостей, а как участников своей собственной культурной истории. Изображения улыбающегося Тэ Хёна, тепло приветствуемого португальскими чиновниками, быстро распространились по всему миру, вызвав дискуссии, выходящие далеко за рамки индустрии развлечений. Что сделало эту историю еще более захватывающей, так это реакция BTS на такой ошеломляющий прием. Не было никаких грандиозных заявлений, никаких преувеличенных утверждений о своей важности. Вместо этого Тэ Хён и участники группы говорили просто о благодарности, об искусстве как мосте и о важности взаимного уважения и понимания. В мире развлечений, часто движимым зрелищем и сенсациями, эта сдержанность стала определяющим отличием. Для культурных обозревателей приезд BTS в Португалию ознаменовал поворотный момент. В то время как ранее основное внимание уделялось Соединенным Штатам или Азии как основным центрам влияния к поп, Лиссабон стал свидетельством того, насколько глубоко южнокорейская культура органично и эмоционально проникла в Южную Европу. В центре этого сдвига стоял Ким Тэ Хён, воплощающий собой форму мягкой силы, которая становится все более редкой. Без преувеличения можно сказать, что BTS вышли за рамки определения группы. Они – социальный феномен. Они – живая история. Они – доказательство того, что музыка, в сочетании с искренностью и эмоциональной честностью, может стать универсальным языком, способным достичь самых глубоких уголков человеческого опыта. Теплота португальских фанатов и официальное признание со стороны национальных лидеров не были единичными случаями. Они были внешним отражением связи, которую миллионы людей по всему миру давно ощущают. Лиссабон, возможно, вернется к своему привычному ритму, когда BTS продолжит свой путь, но след их присутствия не исчезнет легко. Для фанатов, ожидавших в аэропорту, для официальных лиц, обменявшихся словами и рукопожатиями с Тэ Хёном, и для города, ставшего свидетелем этого культурного обмена, этот момент запомнится как время, когда мир казался ближе, когда расстояние казалось менее важным, чем общие эмоции. В эпоху, когда влияние часто измеряется властью, экономикой или доминированием, приезд BTS в Португалию напомнил о другой истине.
Искренность, искусство и эмоциональная связь по-прежнему имеют наивысшую ценность. И пока Ким Тэ-хён и BTS продолжают свой путь, спокойный, последовательный и осмысленный, мир будет снова и снова останавливаться, чтобы обратить на них внимание. Лиссабон тепло их встретил, и мир вновь подтвердил давно известное: влияние Тэ-хёна и BTS — это не мимолетная тенденция, а неуклонно набирающая силу волна, которая продолжает влиять на жизни, менять взгляды и переосмысливать значение мировой культуры. В заключение, приезд BTS в Лиссабон был не просто кратким пунктом в маршруте мировых артистов. Это стало вехой времени. На фоне теплоты португальских поклонников и официальных почестей, оказанных президентом и министром искусств и культуры, мир вновь увидел, как далеко влияние Ким Тэ-хёна и BTS вышло за пределы индустрии развлечений. Они прибыли не как символы мимолетной популярности, а как культурная сила, способная объединять эмоции, открывать диалог и оставлять глубокое, неизгладимое впечатление, куда бы они ни отправились. Лиссабон стал свидетелем истины, что музыка может говорить громче речей и что спокойствие может иметь больший вес, чем зрелище. По мере того, как BTS, продолжая свой путь, город постепенно вернулся к привычной тишине. И все же эхо того дня осталось, оно живо в воспоминаниях фанатов, вплетено в историю города и вплетено в глобальную историю о том, как 7 человек из Южной Кореи, во главе с Ким Тэ-хёном, одним из самых ярких представителей этой страны, изменили представление мира о влиянии, искусстве и человеческих связях.